Здравствуйте, мои прекрасные, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Запретная муза, чье вдохновение носит твое имя, и почему он боится признаться в этом. Расклад, как всегда, будет сделан по схеме, специальной схеме, состоящей из 5 вопросов, которые будут озвучены сразу после сигнификации. И в конце расклада в качестве бонуса, как обычно, совет психолога. Надеюсь, вам это будет интересно, полезно. Итак, незримое присутствие, чье сердце бьется в ритме твоих шагов. Бывает так, что ты просто живешь, пьешь кофе, смеешься или задумчиво смотришь в окно, даже не подозревая, что в этот момент ты становишься центром чьей-то вселенной. Есть мужчина, для которого ты не просто знакомая. Ты та самая искра, которая заставляет его двигаться вперед, достигать высот и становиться лучше. Он называет это вдохновением, но молчит об этом. Потому что... Почему? Не знаю почему. Посмотрим. Может быть, признаться тебе — это стать слишком уязвимым. Признать, что его сила теперь зависит от твоего взгляда. Он хранит твой образ как священную тайну, боясь спугнуть то магическое влияние, которое ты на него оказываешь. Давайте посмотрим, кто же это, кто этот прекрасный человек, для которого вы являетесь этой музой. Сейчас делаю, девочки, вашу сигнификацию. Какая вы? Тут у меня тут... Да что ж такое? Тут каждый раз, почти всегда вот на этом месте, вот вторая карта у меня выходит какой-то павлин. Ну что, ну где они берутся? Ну-ка прям какая-то прям действительно птиц-фабрика. Так, ладно. Бурчу, как старушка на лавочке. Так, ну уже повеселее пошло. Тут и павлины, тут уже и свинки какие-то. Ладно. Так, мы смотрим вас. Какая вы? Покажите, какая девочка пришла на расклад. Офигеть. Так, показано, у вас разбито сердце после взаимодействия с каким-то павлином, самовлюбленным, с короной на голове какой-то тут красавчик вам разбил это сердечко. Может, строили планы, влюбились в него, строили по поводу него планы, и оно все медным тазом накрылось, или он проявлялся совсем не так, как вы этого хотели. Я почему-то говорю, что у вас изначально было одно видение его и взаимоотношений с ним, а потом вот по этой вот свинье, это как подарок такой вам преподнесли, свинью подложили, да, рассчитывали на одно, а получили абсолютно другое. Ой, это все как-то как быстро, конечно, весело, можно даже рассказать, но тут девочка кричит от боли. Вам действительно было очень больно, кто-то плакал там, и там кричал, может быть, и говорил: за что мне это, зачем ты со мной так, ну вот эти вот все, как в сети какие-то попали, ощущение такое, как запутались. Тут конфликт был, может, неожиданно для себя вы прям в себе вот эту агрессию какую-то даже ощутили. У кого-то тут прям ссора была с этим человеком, и вот видите, тут ссора, оппозиция, вы сейчас, может быть, как в оппозиции друг к другу. Женщина и мужчина, но на стороне женщины сила, то есть правда на вашей стороне. Действительно, он виноват, этот человек, ну, в отношении вас какие-то поступки некрасивые совершал, может быть, там, наоборот, замалчивал о чем-то. Тут вы разозлились конкретно, карта агрессия, но я уточню, о чем это. Может, неожиданно для самой себя, знаете, иногда для того, чтобы нам что-то изменить в нашей жизни, даже разрушить какие-то привычные алгоритмы, да, в нашем поведении. Вот мы поступаем примерно вот заложники где-то уже привычки, вот мы поступаем как-то так однообразно, да, а для того, чтобы выйти за эти рамки, перешагнуть за эти рамки, нестандартно проявиться, некоторым из вас вот именно понадобился вот такой вот, я даже не знаю, как это сказать, всплеск тут негативной этой какой-то энергии, вам захотелось это все выплеснуть, и может быть вот благодаря этому где-то вы даже
У кого-то тут какие-то амбиции. Вот назло даже. Что-нибудь я сейчас вытворю такое. Стану счастливой. Назло. Назло бабушке, да, уши отморожу. Ну вот как-то у кого-то даже так. Знаете, на вот этой энергии вы смогли, может быть, двигаться дальше. Смогли поменять даже какой-то, если можно сказать, сценарий своей жизни. Вот до встречи с ним вы там так как-то планировали. У вас там, может быть, какой-то был свой образ жизни, свои какие-то планы, мечты, планочка одна. А после вот этих вот каких-то тут происшествий с ним связанных, да, тут у многих какая-то на фоне вот этой вот злости, у кого-то и амбиции проснулись, повторюсь, и желание свою жизнь сделать счастливой в 1000 раз. Это из той серии «Я без тебя тут буду счастливее». Это ты еще пожалеешь, что ты меня потерял. Это ты еще будешь тут вспоминать обо мне. Ладно, ну что-то из этой серии. У кого-то так. Тут опять-таки карты такие выпали. Воровство и борьба. У кого-то мужчина мог быть не свободен, знаете, на 2 стульчиках сидеть. У кого-то, даже если и свободен, тут в принципе такой мог быть, как халявщик, да, потребитель. Воровство. Это когда человек берет, а в ответ нифига не дает. С удовольствием там пришел к вам домой, съел пирожки, да. Ну, я утрирую, да, там провел ночь любви, кайфанул, а в ответ ни спасибо, ни пожалуйста, ни до свидания, да. И вообще, как будто бы так априори ему обязаны. Еще я не удивлюсь, если тут он каждый день к новой захаживал. Ладно, не буду наговаривать, извините. Так, не буду. Ну тут борьба, как будто бы вы включились в эту борьбу в том плане, не за него, а в том плане, что с таким потребительством сказали, я себя не на помойке нашла. Нафига мне это надо? У кого-то так мне прям идет. Что показали, то показали. Вот такая симплификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, чья же вы тут муза? Первое у нас идет личность мужчины. Как он проявляет себя в твоем пространстве, чтобы оставаться незамеченным. Ой, под каким он там этим табуретом прячется, ладно. Что-то я сегодня такая язвительная язва, настоящая, точно. Так, вот, прямо аж вышли у меня бесы какие-то. Так, все, берем себя в руки. Во время расклада никто не пострадал. Да, сейчас. Так, личность мужчины. Как же он проявляет себя в твоем пространстве, дабы оставаться незамеченным? Следующее у нас. Та самая черта в тебе. Внешность. Может быть, какая-то черта, может быть, там, внешняя, внутренняя, которая вызывает у него эстетический или эмоциональный там подъем, шок. Не знаю, что с ним там с беднягой творится, когда он вас видит. Какая черта. У кого-то такой магнетизм, да, взгляд такой из-под этих ресничек. У кого-то своих, у кого-то нарощенных таких, вот этих, ох, как взглянет, ох. И штабеля бедняги складываются, и не только он один. Так, следующее. Границы и запреты. Что именно делает его чувства запретными или невозможными для озвучивания сейчас? Что там такого невозможного? Какая отмазка у него? Ну, давайте посмотрим. Что он тут? Робкий такой. Следующее. На что именно ты его вдохновляешь? Какие дела или изменения в его жизни происходят благодаря тебе? Ну, порадуемся за человека. Сейчас хоть узнаем, что благодаря вам что-то у него классное в жизни происходит. Итак, следующее. Проявится ли этот мужчина замечательный в ближайшее время? Или он так и останется тайным поклонником? Начинаем. Первое. Личность мужчины.
Как он проявляет себя в твоем пространстве, чтобы оставаться незамеченным? Ну тут такой товарищ отмороженный, извините. Вот видите, человек замораживает свое сердце, то есть вот тут железобетонный, мраморная статуя, да. Вы проходите мимо него, а он так, так вправо-влево только глазками, ни один мускул не дрогнет на его лице, тут держит себя в руках во всех смыслах. Ну, показывает, что вы ему абсолютно безразличны. Тут как будто может даже не здороваться и не замечать вас. Вот такой вот какой-то товарищ. Ой, а это что такое? Оппозиция. Вот, а вы, кстати, могли тут даже какие-то тоже тут оппозиция могли выяснять, то ли отношения, то ли как-то так вот могли, вот как я язва, вот тоже могли что-то такое сказать и задеть его. Так, рамки границы, дерево. Ой, ё-моё, какие карты. Так, как он себя проявляет, чтобы оставаться незамеченным? Ну, я вам хочу сказать, если прям рядышком вы где-то возле него станете, и он будет вдыхать аромат ваших духов, или, если не приведи Господи, вы его заденете там своим бедром ненароком, то трудно ему сдерживать свои эмоции. Карта звезды, Эрос, ну, тут влечение к вам, вы для него тут по звезде, это идеал женщины, его тянет к вам. Ну, девочки, что есть, то есть, сексуально привлекательны вы для него. Бредит, хотела сказать вами, грезит, извините. А тут физиология, тут на таком даже плане. Вот дерево, это здоровье, это вот что-то такое мне идет. Так, ладно. У кого-то, как он проявляет? Ну, тут я уже сказала, вот максимально камуфлирует свои эмоции. Тут даже могли какие-то конфликты между вами быть. Но тут он держит себя в рамках, в границах каких-то. Если тут карта дерева можно считать, ладно, если это какой-то, ну, это род, семья, это коллектив. Если он не свободен, то это он говорит, у меня ограничения сразу. Хоп-хоп-хоп, я не свободен, дерево. Если это рабочие опять взаимоотношения, он тоже как-то ограничения. Все, беру себя в руки. Ты такой мужчина, который всячески будет вот скрывать. Угу. Эх, влечение есть к вам. Будет для него прям, конфета. Я уже не знаю, мечта. Такая манка, тут я не знаю, мне кажется, он даже проходит мимо вас и так вдыхает аромат, но при этом ваш аромат, но при этом железобетонным лицом. Интересно, как это в жизни выглядит. Ладно. Давайте смотрим. Та самая черта в тебе, внешняя, внутренняя, которая вызывает у него эстетический, эмоциональный шок. И чё? Сейчас будем читать. Так, черта. Ух ты! А вы тут такая искренняя, открытая, веселая, общительная. Как вот, знаете, как большой ребенок. Вот настолько какая-то, как это сказать, непосредственная даже. Женщина, которая, может, не боится показаться там какой-то смешной, уязвимой. Тут вы не выделываетесь. Вы вот этот большой ребенок внутри вас, вы умеете радоваться, вы умеете там, может быть, комплименты говорить. Тут как-то так. При этом, знаете, это не для всех. Вы такая. Первая карта — это защита. Знаете, вы тоже фиг кого сразу к себе подпустите. Но, может быть, он где-то видел вас, ваше проявление в отношении, вот если кого-то там вы расположены к кому-то, то он видел вас вот такое вот, вашу улыбку, вот это вот ваше проявление какое-то вот, может быть, даже какое-то кребячество, может быть, даже, я не знаю, прикалывались где-то с кем-то. Он вот это вот увидел, ему захотелось это в свою, как вам сказать, в свою сторону, да, дабы это проявления были с вашей стороны. Так, а что тут еще? Бог ты мой, сколько тут карт разных. Так, что у него тут еще вызывает? Что это такое? Злоба, солнце. Ну тут опять тоже, знаете, как бы там тяжело не было. Может быть, если это рабочие взаимоотношения, то опять бывают же, знаете, разные моменты, в зависимости от того, там на работе. Объем работы, могут быть там выяснение отношений, я уже не знаю. Тут бывает, дела не идут, карта развал, как я могу. Может все идти
через пятую точку, да, давайте так я завуалирую. У каждого из нас бывают такие дни тяжелые, когда кажется весь мир против нас. То тут даже если вы злитесь, то он видит, что вы злитесь как-то, знаете, так вот по карте солнца опять, как ребенок. Опять вот что-то так вот его умиляет это все. И где-то даже ваше умение тут позлилось, а тут переключилось, опять радуется там, может быть, не знаю, анекдот вам какой-то расскажешь, вы посмеетесь, да, при этом нет такого ощущения, что вы там глупая, нет, вы просто какая-то открытая, такая вот, ну вот это его вот подкупает, это вот ему хотелось бы вот, дабы вы там улыбались, может быть, с ним вот так вот общались, видите, тут мальчик и девочка вот смеются, за руки держатся, и ему нравится то, что вот ну, в моменте, если действительно там, ну, бывают какие-то периоды хреново, да, вот, ну, тут, как говорят, не мой день сегодня, да когда же этот день закончится, бывает такое. Тут вот как свинью подложили, карта развал и злоба, и вы можете действительно злиться, психовать там, допустим. Но тут же по карте солнышко улыбнулась, тут же такая какая-то, повторюсь, классный такой большой ребенок, такая энергетика от вас хорошая. Но при этом можете быть разные. Но вот это больше всего его как умиляет, его к вам тянет. Он считает вас очень искренней, непосредственной, вот такой вот. Вполне возможно, даже мужчина старше вас. Вот что-то такое его как вот отношение, даже чуть-чуть как он видит вас, этого ребеночка. Так, смотрим дальше. Границы, запреты. Что именно делает его чувства запретными или невозможными для озвучивания сейчас? У кого-то род, семья, родовое дерево, новости. Не хотел бы, чтобы там, если он озвучит, а его родные узнали о том, что он там влюбился, подвлюбился. Верность карта. Ну, человек может быть, ну, влюблен в его музу, он восхищен вами. Но он хотел бы остаться верен там, вот, своей семье, там, уже женщине какой-то. Ну, давайте, тут прекрасные карты, я вам хочу сказать. Опять вышло у меня родовое дерево. Карта книга, мудрость и карта привязка. Он привязан очень к своей семье. Может, несет ответственность там за близких, родных. Уже он взял эту ответственность, он несет ее. При этом карта книга, знаете, такой, как будто бы он, может быть, тут даже изучал кто-то психологию, но тут даже не это. У человека огромный багаж знаний, и у человека есть понятие ценности, семья, верности. Тут такой мужчина прям классный, хороший мужчина. Ну и в конце эта карта привязка все-таки, ну это больше как негатив, это о том, что ну, он несет этот груз ответственности, и может ему тяжело, но ну, куда деваться, как будто бы. Тут вот так вот. Ну, вот так. Может быть для него как солнышко какое-то, поэтому он просто и не озвучивает. Просто он лишний раз вас где-то увидит, и ему уже хорошо. Хорошо от того, что вам хорошо. Хорошо от того, что вы там смеетесь, да, вот улыбаетесь, может, с кем-то вы счастливы. Ну, это как на какую-то даже, похоже, безусловную любовь, да. При этом человек не претендует, я вижу. Особо тут. У него род, семья, тут род, семья, тут верность, тут. Он особо и не претендует ни на что. Так, на что именно ты его вдохновляешь? Какие дела или изменения в его жизни происходят благодаря тебе? Ух ты, у меня прям мурашки по коже пошли, побежали. Вдохновляете на переход на новый уровень, может быть, новые какие-то свершения, мечты, те, которые где-то там он в прошлом оставлял, в прошлом когда-нибудь, а тут, может, он думает, нужно решиться, нужно вот этот переход сделать на новый уровень. В принципе, может качественно улучшить свою жизнь. Как будто планочку, вот на него, ну, как вы на него влияете, он планочку поднимает. Может быть, благодаря вам даже того, что вы есть, присутствуете в его жизни вот так вот как-то незримо. Но ему по факту и хочется что-то двигаться дальше. Во всех смыслах. Так, оборотни. Сейчас, как влияете? Сон, сила, сердце. Очень интересно. На что вдохновляете? Какие изменения в его жизни происходят благодаря тебе? Но опять-таки он вас видит музой яркой, харизматичной, энергетически наполненной, женщина, которая
знаете, как птица какая-то райская. Он вас очень выделяет из окружения. Вы для него являетесь опять где-то вот такой вот искренней, непосредственной. А, а вообще у него в основном какое-то сформировано мнение о женщинах, что это эти, как волк в овечьей шкуре. Какие-то довольно-таки лживые дамочки, может, ему встречались. И вы тут вот на их фоне вы выделяетесь, отличаетесь. На что вы вдохновляете его? Ну, знаете, тут показана сила и сердце, любовь. Он действительно человек к вам, ну, я тут даже могу сказать, ну, вы давайте, влюблен в вас. При этом он позволяет себе всего лишь мечтать, там, может, о каких-то, ну, таких нюансах, да, с вами, там, может, там, только во сне он с вами может быть, вот так вот мне идет. И на что вдохновляете? Нет. Но опять, я уже озвучила, на какие-то вот свершения, идти вперед. Может быть, карта сила, как придаете ему силы. Ну и вот эта вот любовь, она в его сердце живет. Это как-то, ну, дает ему какой-то запас энергии, да, опять-таки. Ну, вдохновляете, в принципе, его. Я даже не знаю, что спрашивать тут. Сейчас доложу, сейчас. Тут даже такое, как будто бы на вас смотрит и сам себе говорит, ну, не все женщины вот такие какие-то лживые, двуличные. Нет, она другая. Ну, вот. У кого-то прям в голове, если бы раньше там где-то как-то ее встретить, могло бы все по-другому быть, может быть, да. Ну, тут такое. Ну, тут есть и сексуальное влечение к вам. Ну, я это уже озвучивала. При этом он понимает, что вы заслуживаете самого лучшего во всех смыслах, девочки. Это, ну, то есть, этот человек не опустится на какую-то там, до уровня какой-то интрижки, да, там, сексуальных каких-то заигрываний. Нет, тут он говорит трудности, непреодолимые трудности. Нужно, ну, к такой женщине или проявляться достойно, или вообще не начинать ничего. Тут, скорее всего, вот как-то так. Так. Вы его перевернули жизнь. Вот встреча с вами, вот как-то вот какое-то общение с вами, ваш образ. Это что-то такое нестандартное для него по карте Арлекин. Я повторюсь, тут у него какой-то негативный опыт общения с женщинами. А вы его как обезоружили. Карта очищения. Вы перевернули его видение, восприятие женщин. Вот, вы теперь знаете, вы так вот как-то на какого-то мужчину вы так влияете. Угу. Какой-то там у него был прописан сценарий, такой не совсем уже позитивный, как-то так, можно сказать, негативно как-то относился к женскому роду. Тут как очищение идет. Угу. Основная ваша фишка, я вам хочу сказать, это ваша искренность, ваша непосредственность, ваше вот такое какое-то жизнелюбие, жизнерадостность. Ой, вы правильно сказала, но вы поняли. И вот эта карта, это, конечно, женщина привлекательная, энергетически наполненная, женщина, которая знает, как свои достоинства подчеркнуть, там, при этом такая женственная, при этом внутри сила. Так, и проявится ли он в ближайшее время как-то, или так и останется твоим тайным поклонником? Ой. Угу. Так, ящик Пандоры, ожидания. Ну, смотрите, он все равно какие-то мечты у него есть, да, но скорее это останется на уровне, видите, как ожидание. Девочка тут смотрит в окошко, там какая-то фея. Он очень боится этот ящик Пандоры открыть. Он боится, что будет слишком много, тут форс-мажор, каких-то но, очень много негатива, и этот негатив может как смыть ощущение такого чего-то прекрасного, светлого. Вы поняли, да? Скорее много тут каких-то ограничений, может быть, у вас, у него.
Он боится и не хотел бы вас обидеть ничем, своим проявлением, поэтому я не вижу, что тут было. В принципе, какая-то история, знаете, все, что как будто бы ему остается, это по карте феечка, это где-то так вот как-то за вами наблюдать, вы для него какое-то такое вот волшебное что-то, какое-то такое, хотел сказать, существо прекрасное, волшебное. При этом он с раскрытыми ладонями, морально. Он не хотел бы вас ничем, знаете, там, ваш образ очернить, замарать, в какую-то грязь вовлечь. Нет, нет, нет. Тут человек исключительно хорошо к вам относится, при этом мечтает о вас, да, при этом желал бы вам самого наилучшего. Поэтому он даже не рискнет вам испортить ничем жизнь. Не хотел бы стать причиной, да, для ваших каких-то, не знаю, там, даже обид, несчастий. Нет, нет, нет. При этом показано, он и дальше будет, скорее всего, за вами присматривать, где-то восторгаться вами. И, скорее всего, вы будете, вот карта ведьма ведущая, вы догадываться будете, кто это. Скорее всего, вы даже можете где-то в каких-то раскладах это считать. Ну, вам могут как подсказки какие-то идти. Вот так, девочки. Не знаю, у меня целый расклад прям мурашки. Может, я слишком впечатлительная. Что-то такое, мне так приятно. Вот кто-то так о вас хорошо прям думает, настроен к вам. Тут такая какая-то нежность, забота, восхищение. Действительно, как муза вы чья-то. Угу. Ну вот, вы же достойны этого, поэтому к вам такое отношение, да? Так, все мы достойны. Итак, совет психолога. Психолог уже это растекся, как мороженка, да, по блюдечку. Быть музой значит пробуждать в мужчине то, с чем он не всегда готов справиться. Тут мужчина справляется, старается, да. Психологически его страх признания – это страх потерять свою независимость перед вашей, уж не знаю, красотой, наверное, не знаю, в принципе, внутренней вашей красотой, в том числе и девочки. Мой совет – наслаждайтесь своим влиянием, но не делайте его своей целью. Истинная муза просто существует, кайфует, да? А признание – это лишь вопрос его личной смелости. Дайте ему выбор, да. Пусть он тоже будет счастлив. Все, мои хорошие. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.